Всем привет! Меня зовут Ольга. Я очень рада видеть вас на своем канале. И сегодня я буду приводить в порядок вот такой пестролистный фикус Бенджамина. Буду его пересаживать, обрежу сухие веточки и также немного подрежу живые веточки, чтобы простимулировать рост новых листьев. И таким образом весь куст станет более пышным. Давайте начнем с обрезки. Начну я с обрезки сухих веточек. Вот прямо так берем, смотрим. Вот кончик сухой, обрезаю. Вот эта вся веточка уже сухая, вот здесь ее лучше прямо и обрезать. Сухие веточки я срезала. Дальше начинаю работать с теми, которые еще живы. Тут верхушечка очень хорошая. Листики один к одному. Смотрится все хорошо. Верхушку я единственное, что в самом конце потом вот здесь прищипну. А вот с другой стороны фикуса и внизу веточки уже не такие пышные. Некоторые из них вообще без листьев, только вот на кончике. Вот такие веточки надо будет сейчас у верхушечки прищипнуть. Когда мы прищипываем верхушку ветки, мы стимулируем рост боковых побегов. Поэтому я сейчас хочу вот здесь буквально 2 листика прищипывать у конца, чтобы вот здесь по всей длине начали просыпаться почки. Вот эта веточка прям очень сильно уже смотрит вниз, поэтому ее я не у конца самого прищипну, а прям побольше срежу. Вот столько у меня обрезков получилось, то есть сильно я ничего не обрезала, верхушечки. Ну и дальше пересадка. Так, здесь дренаж. Вот это придется тоже все срезать, чтобы освободить от старого дренажа.
Далее берем новый горшочек, насыпаем на дно дренаж, насыпаем грунт. Грунт обычный, готовый для фикусов, и опускаем растения. Присыпаем по бокам. Перед тем, как вы затеете пересадку или обрезку фикуса, обязательно убедитесь в том, что фикус здоров. Поливать или не поливать после пересадки решайте сами по состоянию грунта. Этот фикус, как вы видели, и так был мокрый, там вода с него бежала. Плюс свежий грунт, который запакован был в пакете, как правило, влажный. Поэтому в данном случае я поливать дерево не буду еще 3-4 дня. Чтобы помочь новым листикам начать расти, фикус необходимо опрыскивать каждый день, поставить его в светлое место, и уже через неделю можно внести удобрения. Если информация была вам полезна и интересна, поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами и до новых встреч!